самые маленькие африканские представители отряда хищных. Несмотря на размеры, они способны расправиться с ядовитыми и опасными существами, практиковать совместную охоту с птицами, а также противостоять огромным смертоносным рептилиям. Это невероятно смелые и ловкие зверьки, которые готовы на все ради блага семейства. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герои сегодняшнего выпуска – карликовые мангусты. В связи с последними событиями рекомендую подписаться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. Карликовые мангусты, пожалуй, самые организованные из всех мелких млекопитающих. Они живут отдельными кланами, каждый из которых контролирует территорию площадью около 1 квадратного километра. В составе группы обычно насчитывается до 14 особей, где каждый мангуст выполняет возложенные на него обязанности. Безоговорочное лидерство закреплено за альфа-самкой. Доминантный самец занимает вторую ступень иерархии. Мангусты-наблюдатели сканируют территорию и поднимают тревогу при появлении хищника. Роль главных защитников и нападающих выполняют солдаты, а опекуны не сводят глаз с подрастающего поколения. При длине тела до 30 см и средней массе всего в 250 грамм эти мангусты являются самыми мелкими в семействе. В качестве места обитания они облюбовали юго-восточную часть Африки. Заброшенные термитники становятся главной крепостью клана. Это идеальное укрытие с множеством запасных входов и прочными стенами. Лишь когда дозорный даст сигнал, что все чисто, семья покидает убежище и отправляется на охоту. В высокой траве полагаться только на зрение бессмысленно, поэтому для общения карликовые мангусты используют сложную звуковую систему, насчитывающую 18 сигналов различной частоты. Это может быть быстрый сбор, указание направления или сигнал тревоги, реакция на который не заставляет себя ждать. Однако существуют противники, от которых невозможно укрыться даже в глубоких туннелях. Зверьки могут провести эвакуацию, но с учетом малышей это не так быстро, поэтому крохотные защитники готовы рисковать жизнью, чтобы защитить потомство. Шумящая гадюка – одна из самых опасных африканских змей. Широкое распространение, маскировочный окрас, огромные зубы и большое количество яда – все это вместе с агрессивным характером приводит к наибольшим человеческим жертвам от змеиных укусов на всем континенте. Кроме того, ее атака – одна из самых быстрых среди всех змей. Однако реакция мангустов безупречна. С разницей в доли секунды они успевают увернуться от выпада. Чтобы подчеркнуть свои намерения, змея раздувается и шипит, но мангусты лишь усиливают натиск, по очереди нападая на рептилию. В конце концов, она вынуждена отступить, а бравые воины провожают ее прощальными укусами. Рацион карликовых мангустов обширен и в основном состоит из насекомых. В сезон дождей у этих маленьких хищников хватает добычи, но в засуху им приходится быть намного изобретательнее и рассматривать в качестве мишени более опасных созданий. Их не пугает ни яркая окраска ящерицы, ни десятки шипастых конечностей многоножки, которая с аппетитом поглощается живьем. Также в меню зверьков включены птицы и их яйца, пресмыкающиеся, грызуны, скорпионы и даже огромные пауки. Прочные длинные когти отлично справляются с выкапыванием добычи. Стройное гибкое тело помогает с ее извлечением, а острые зубы способствуют быстрой расправе с ядовитым противником. Хищные птицы – одни из главных врагов мангустов.
Увлеченные поиском пищи, зверьки становятся уязвимыми, поэтому семейство по очереди расставляет караульных. Несмотря на это, быстрая и внезапная атака часто может застать мангуста врасплох. Особенно это касается молодых особей, которые не успевают вовремя среагировать. Не меньшая опасность исходит от плюющейся кобры. Мангусты гораздо менее восприимчивы к яду, но в силу размеров такие змеи несут для них смертельную угрозу. Сплоченная команда попросту не дает кобре сфокусироваться на одной цели. В то же время эти хищники слишком малы, чтобы причинить ей существенный вред, поэтому зверьки довольствуются безоговорочной капитуляцией рептилии. На охоте мангустов часто сопровождает птица-носорог. Это очередной пример взаимовыгодных отношений. Обладая большим обзором, птица может вовремя предупредить зверьков об опасности. Но за такую сигнализацию приходится платить. Пернатые никогда не упускают возможности полакомиться чужой добычей. Как и полосатые родственники, карликовые мангусты не засиживаются в одном укрытии и регулярно меняют место жительства. Не обходится и без клановых войн, и чтобы избежать лишних стычек, все члены семьи старательно метят границы участков, в чем лучше всего помогают пахучие железы. Право на размножение есть лишь у доминантной пары. Такое ограничение позволяет поддерживать численность и порядок в семействе. При этом малыши имеют полное право обедать первыми, чем они старательно пользуются, невзирая на протесты взрослых. Первые месяцы – самый трудный период, но по мере взросления шансы на долгую жизнь заметно возрастают. Самые везучие могут прожить более 10 лет, что является внушительным сроком для таких маленьких животных. На своей территории обитания карликовые мангусты многочисленны, и их популяция вполне стабильна, что говорит о высокой эффективности организованных семейных групп. Получается, что у этих крохотных хищников есть все шансы на успешное будущее. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!